Каждый раз перед боем я прошу Всевышнего дать мне силы, и я всегда прошу, чтобы он не отпускал свои руки, чтобы я сделал то, что я умею. Началось все в 9 лет, когда отец меня привел в зал и сказал, что Чингиз, я хочу, чтобы ты стал настоящим мужчиной, чтобы в будущем ты мог защитить сам себя, семью, близких, родных. Поэтому все начиналось просто с банального, чтобы я был мужчиной, стал мужчиной и пришел в этот вид спорта. 12 лет после чемпионата мира я сказал, что отец, я хочу быть большим чемпионом. И я не знаю, чем бы я занимался бы в жизни, кроме этого вида спорта. Много этапов было, когда спорт повлиял на мою жизнь, но самый лучший и нужный этап – это я поменялся в 2021 году, это 2-3 года назад. Я убрал все из своей жизни, оставил только спорт и семью. Очень большое изменение было, когда крайний раз я проиграл. После этого я сам себе задал вопрос, зачем вообще я всю жизнь занимался этим спортом, чтобы стать одним из чемпионов или стать лучшим из лучших бойцов планеты. Поэтому, наверное, я благодарен этому бою, потому что благодаря этому бою я стал лучше, чем я был во всех аспектах. Ментально, морально, физически. Мое отношение колоссально к этому спорту и вообще отношение ко всему поменялось в жизни. Стой! То же самое спины. Бой. Для меня бой – это тот момент, когда люди выходят равные друг другу, один на один, внутренним своим миром. И в бою все меняется. Все, что ты готовил, это все уходит уже в другой план. Приходит эмоциональный первый факт, когда ты преодолеешь эмоции, психологическую, морально, и тогда уже начинается бой. Каждый этап подготовки к бою – это какое-то чувство. И в бою уже эмоции полностью выключаются. И начинается новая жизнь, новый бой, соперник, который тоже выходит, тоже побеждать. Путь воина – идти только вперед, не сворачивать ни налево, ни направо, потому что быть преданным своему пути. Сейчас я вешу 74 килограмма, боксирую 70. 70 килограмм – это самый конкурентный вес, потому что в топ лучших бойцов в кикбоксинге, в топ-10, 4 из них, это раньше было 5 бойцов, 4 из них это 70 килограмм. Чтобы стать номером один в своей весовой категории, вообще в жизни, чтобы стать номером один, нужно отказываться много чего. От каких-то разных расслаблений, нужно быть сконцентрированным на своем пути и в стабильности и трудолюбии. Последние бои проходят с теми бойцами, которые входят в топ-5, а последний бой у нас был с чемпионом моей весовой категории, с Супер Боном. После боя на следующий день мы начали тренироваться и разбирали ошибки, которые были у нас в первом раунде. Может, их было немного, многие их даже не заметили, но мы с тренером Андреем Сергеевичем, мы их разобрали и шли дальше, готовились уже к следующему бою. Каждый бой – это новый этап, индивидуальная подготовка, новые эмоции, новый подход к каждому сопернику, поэтому нельзя расслабляться и терять концентрацию. Правильное распределение времени в жизни, оно очень важно, так же, как и в спорте. Если говорить о нашем спорте, то у нас времени немного, у нас есть график. Это самое главное – высыпаться, правильно питаться, тренироваться и так 2 раза в день. И, конечно, находить время, когда у нас одна тренировка, ходить на, как мы это делаем, сауна, бани, массаж. Мне было 19 лет, Андрей Сергеевич, после наших уже немало боев тогда мы провели, мы одержали победу, и я тогда в пример ставил там разных бойцов, в том числе тогда был Буакау. И после того, как я одержал победу, Андрей Сергеевич сказал, что Чингиз, ты должен быть индивидуален, должен быть похожим на себя. Пусть будет у тебя свой стиль боя, чтобы в будущем на тебя равнялись. После победы над 2 именитыми тайцами
За последние 10 лет это лучшие тайцы, это Ситичай и Супербон. После победы над ними в Таиланде мы получили большую значимость как бойца. И на данный момент я, наверное, один из самых узнаваемых бойцов в Таиланде. Насчет ММА много вопросов. Все говорят, что с моей ударкой, с техникой и поднабрать грэпплинг, борьбу можно было бы уступать на топ-лигах. Но мне это не нужно, потому что каждый боец или личность какая-то хочет доказать или заработать деньги. Но то, что я хотел доказать сам себе и всему миру, я этот этап сделал и иду дальше. Но чтобы выйти в ММА, это нужно полностью переключить жизнь на другой вид спорта. И факт в том, что мне не интересно ММА. У меня эксклюзивный контракт с One Championship в Беларуси, в России, в Украине, в других странах, на других турнирах. Где бы я хотел бы побоксировать, я не могу, потому что мы боксируем только в лиге One Championship. Я тот человек, который, наверное, по жизни не нуждался в плане, что родители, родственники, даже простая поездка, где мы сейчас находимся в Таиланде, она стоила тогда немаленьких денег, тогда семья могла помочь мне, чтобы я полетел и был в лучшей своей форме, когда даже был ребенком, мне было 12 лет. Я благодарен за это своим близким, родным, в том числе не только родителям и близким, родным людям, которые мне в этом помогли. Но в деньгах не все строится. В моей жизни, всю, наверное, свою жизнь всегда думал о том, что я хочу быть популярным, знаменитостью, но не думал о том, что я хочу заработать все деньги мира. Потому что если думать о деньгах, то в спорте можно недалеко пойти. Поэтому на данный момент я только думаю о наследии. Эмир, ты когда задаешь вопрос по-братски, только серьезное лицо не делал, вот так говорит, зачем? Он мне, знаешь, что говорит? Вот так он сказал, зачем ты выходишь на ринг? Про образ не надо быть, просто задавай вопрос. Нет, не всегда было так, как я хочу. Да каждый этап подготовки даже к бою, ты всегда думаешь, что может получиться так, всегда тяжелее, чем ты думаешь. Но если ты борешься с этим этапом и доходишь до конца, финишная прямая может быть не такой тяжелой, как она казалась до. Вся моя карьера, я такой человек, что всегда должен дать ответку. У меня и в любительских боях были реванши, в которых я одержал все победы, также в профессиональном ринге. Вот 10 лет назад я боксировал с Ситичаем, 1,5 года назад я в финале восьмерки его реваншировал. Это был очень важный бой. Не важен был пояс или восьмерка, важен был финал именно вот с этим бойцом, потому что он 6 лет держал дивизион, я одержал победу над ним. Также сейчас Марат Григорян — это следующий этап. Боец, с которым я встречался в 2013 году, поэтому я хочу его реваншировать, одержать победу над ним. Это была моя мечта, быть pound for pound номер 1 во всех весовых категориях. Это правда. Я хочу сказать, для души я хотел бы одержать следующую победу, иншаллах. И для меня это очень важный бой. Номером 1 в кикбоксинге мы стали, но внутри себя я хочу еще одержать несколько побед. Репутация в моей жизни — это, наверное, самый важный фактор, один из первых. Потому что за счет репутации строятся вообще отношения, видение человека. С 16 лет я всегда думал, что самое главное, чтобы если занимаюсь спортом, то я был настоящим спортсменом, чтобы обо мне говорили, что он с очень сильной репутацией, правильной, чтобы обо мне хорошо говорили. Также в жизни репутация — это очень важная вещь, потому что в будущем она поможет. Если говорить за эту восьмерку, когда я одержал победу в финале над тайцем, да, это правда, это восьмерка можно назвать десятилетие, потому что топ 70 килограмм почти все были в этой восьмерке. Но неважно, кто был там, я благодарил только Всевышнего, что он меня привел в этот путь, и я одержал победу в этой восьмерке. Если во всем мире развивается спорт, это хорошо, люди занимаются спортом, ведут здоровый образ жизни, кто-то строит жизненный путь, дети приходят, чтобы стать порядочными, воспитанными и уважительными к старшим. Поэтому каждый, неважно какой вид спорта будет направлен в этом клубе бойцовском, открытие каждого зала — это успех,
это развитие. Я думаю, сильные люди – это простые люди. Нужно уважать, ценить старших, защищать слабых. Это может быть все банально, но кем бы ты ни был в этой жизни, нужно оставаться простым. Цель в спорте, о ней можно много сказать. И то, что мы сделали, это было моей целью, это было моей мечтой. Цель в жизни, она чуть другая. Есть этап, который я хочу сейчас пройти в спорте, завершить его, а уже в будущем в жизни у меня другие цели. Наверное, получаю удовольствие я после тренировок, это когда я могу прийти в номер и спокойно отдохнуть, лечь поспать. Это моя семья, в кругу своей семьи. Еще расслабиться можно в кругу своих близких людей, у которых такой же путь, когда мы идем вместе. Это я могу назвать пару человек, кто состоит в моем кругу. Это Андрей Сергеевич Гридин, это Рома Крыкля, Эмиль, мой младший брат. Поэтому у нас такой узкий круг, в котором последние все этапы, бойцовские подготовки, сборы мы всегда проходили вместе с Андреем Сергеевичем или с Ромой. Слушайте, вершина или всегда идти первым, или быть просто на пике, это нелегко. Поэтому, когда ты на вершине, нужно правильно найти время, когда самому нужно спокойно остаться на вершине, но и уйти с этого этапа. Умный человек выйдет с любой ситуации, а мудрый человек в нее не попадет. Поэтому будем мудрее, не будем попадаться туда, куда не нужно.